Джули Рули. Вячеслав, приезжайте в Краснодарский край на пленэры. Здесь очень много красивых видов, гор, маковые и лавандовые поля, ничем не хуже французских. А в сентябре столько стогов сена вдоль дороги, что Ван Гог завидуется. И все в пределах одного города, Новороссийска. Будем очень рады проведению летних пленэров на русских просторах. Ну что ж, я с удовольствием приеду. Давайте наберем группу и наметим локации. Игорь Творогов. Вячеслав, как выйти на Сотбис? Ну, сайт же есть sotbis.com, наверное. Зайдите на сайт. Я не имел отношения с Сотбис, поэтому в рабочем порядке посылайте туда работы. Там нужно, по-моему, на Сотбис и Кристис, чтобы было участие в международных проектах, чтобы картины уже были на слуху, продавались. Ну, нужно указать, в каких галереях международных они продавались и почем. Life Easier. Вячеслав, вопрос в продолжении к выпуску. Зачастую все галереи и магазины принимают только работы, выполненные маслом. А работы, выполненные пастелью, цветным карандашом, прости господи. Маслом не владею, стоит ли освоить, чтобы быть более востребованным? Да, конечно, стоит, раз галереи принимают. Пастель и графику люблю. Из живописных материалов только акрил и акварель. Дорогу осилит идущий. То, что любите, предлагайте, посылайте портфолио свои в разные галереи или пешком просто показывайте работы. Ну, живьем. Есть же мирового уровня акварелисты, ну, в наше время, которые очень дорого стоят и которые хорошо пишут. Если вы чувствуете, что работы ваши уникальные, достойные, конечно, показывайте, все пойдет. Ну, интернет используйте. Попробуйте протестировать сначала на интернет-площадках, какая на них реакция. Юзер GG, вот и шедевр. Скажите, пожалуйста, можно ли писать очень быстро? Были такие художники. Это как бы мгновенно поймать суть красоты. Чтобы поймать быстро суть красоты, нужно долго рисовать медленно. И постепенно возникнет ощущение пространства, объема, уверенности, точность глаза, уверенности в пропорциях. Но это нарабатывается. Я приглашаю вас на вебинар в этот четверг, 24 августа в 20 часов по Москве. Мы будем рисовать портрет. И я разработал курс, который поможет вам наработать эти навыки рисунка. И, конечно, есть такие художники, которые быстро рисовали. Но вопрос практики. Я люблю живопись, которая пишется быстро, но не в каждом стиле это возможно. Есть же лессировочная живопись, где очень тонко и долго все отрабатывается разными слоями. Я пишу такой в технике а-ля прима, в один присест, ну, может быть, еще потом несколько раз подойду, но все равно техника сохраняется, такого быстрого письма. Но, безусловно, нужно этот навык быстроты наработать. Если еще ничего не понятно, то, ну, может просто быть большое количество ошибок. Быстрота здесь может и не сработать. Поэтому даже вот на моих уроках мы пишем долгие работы, там, постановки, например, там, 3 часа, да, а потом делаем быстрые работы, прям не сходя с места. Это очень эффективно. То есть вы разбираетесь, все становится понятно, отношения, как их выстроить, композицию, ну, уже собирается все, да, несколько решений возникает в голове, и вы потом делаете быстрые работы небольшого формата, это очень классно. Оксана Фирсова. Жалею о потерянном времени, что раньше не начала учиться рисовать, а только после 40. Ну и что после 40? Нормально. У меня вообще перерыв был в 15 лет, так что мы, в общем, с вами, считай, одинаково в одно и то же время начали развиваться. Я даже позже начал рисовать, после 50, ничего. Так что не надо жалеть о потерянном времени. Все же
в нашей Вселенной, в пространстве происходит абсолютно вовремя, абсолютно точно. Жалеть это непродуктивно. Значит, вы его потратили на что-то важное, более важное. Может быть, даже не связанное там с искусством, но ведь вы сейчас пришли к этому. То есть это уже осознанное решение, и оно очень дорого стоит. Потому что вы не будете попусту тратить, я не знаю, каждый день не будете просто так тратить. И будет очень энергичное такое развитие. Может быть, если вы не оставите это намерение и желание совершенствоваться в мастерстве, в искусстве, да, вот в живописи, в рисунке. Эйсид Флориани, столько разговоров про тон, цвет, свет, а как же фактура? Это ведь один из способов отобразить перспективу в плане расстояния объектов. Ну да, более жирные мазки переднего плана создают еще больше эффект близости к зрителю, да? Если можно воспринимать это как способ выделения главного, ведь это густо прописано, а здесь почти акварель. А вы ведь именно так и делаете, или я что-то не понимаю. Собственно, вопрос в том, что вы думаете о важности фактуры или неважности, и если это важно, то почему так мало об этом говорят в среде арт-блогеров? Да, конечно, это я не знаю, почему там где-то не говорят. Я отвечу на ваш вопрос с удовольствием. Да, конечно же, поднимается тема пастозной манеры, но это совсем другой контекст. Я, конечно же, имею в виду фактурный мазок. Так, фактурный мазок. Да понимаете, в чем дело? Фактура, вообще вот когда, в институте, да, этому не так много уделялось у нас внимания, потому что если у тебя, я не знаю, в тоне все не собрано, в цвете все разваливается, то какая к черту фактура? Еще и фактуру ты налепишь. Не, нужно все собрать. Там Фешин своим ученикам прививал. Он говорил, что не гонитесь вы за этой фактурой, за стилем, там, подражая мне, да. Пишите точные отношения. Вот это важно, важнее всего. Фактуру-то, Господи, наберете в фактуру. Главное же просто ложку мимо рта не пронести. Вот вы несете эту фактуру, а если она мимо, вы не насытитесь. Там где-то насытится, на плечо будет падать, все капать. Если уж ваши мазки на своих местах, то, конечно, фактура имеет огромное значение в достижении эффекта, эффектной такой живописи. Главное, помните о том, что нельзя эту фактуру везде рассыпать по всему холсту. Вот пусть она занимает какое-то одно место важное самое. Если это свет, я не знаю, свет, который солнце, например, падают тени от предметов, световые какие-то пятна, так подготовьтесь к ним. Можно акварельно все прописать, это как подготовка, да, и ударить жестко, фактурно по цветам. Это будет эффектно. Можно делать вообще все наоборот. То есть свет акварельно делать, а фактурно где-то там в тенях. Просто это элемент уже такой дизайна такого, выпендрежа. Главное, конечно, в любом случае, это тон. И цвет, конечно, тепло-холодность, композиционно, чтобы все было выстроено. Фактура – это потом. Но мое отношение к фактуре очень серьезное, и у меня все время свои процессы идут. Я хочу как раз с помощью фактурной живописи прийти, показать какие-то другое развитие в своих работах, другой результат, еще какие-то ходы у меня в голове так созревают, и я буду их применять. То есть фактура во мне бушует внутри. Друзья, напомню еще про класс в Армении, который с 1 по 8 октября. Вы можете попасть еще в команду, еще есть немножко мест. И потом озеро Гарда в Италии с 12 октября по 16 октября. Так что пишите на WhatsApp, я добавлю вас в любую из групп или в две сразу.
Предлагаю еще посмотреть одно кино, называется «Узнать художника по почерку». Ну, пока.